Как газы в животе вызывают головную боль и разрушают мозг. Меня зовут Виктор Владимирович Картавенко, я профессор, доктор медицинских наук, врач восстановительной медицины. И сегодня я покажу вам, каким образом метеоризмы, повышенное газообразование влияют на сосуды шеи и головы, и как быстро помочь себе в ситуации, когда болит голова и скачет артериальное давление. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы во всем разобраться и научиться оказывать себе помощь. Команда Achtung Газы была известна со времен Первой мировой войны как одна из самых опасных и катастрофических команд, извещающая о том, что наступает или началась атака газами. С точки зрения санитарных потерь, именно поражение газами во время Первой мировой войны явилась причиной невосполнимых санитарных потерь около 35-40%. Но что мы знаем о газах с точки зрения воздействия желудочно-кишечных газов на жизнь и здоровье человека? Со времен Римской империи, со времен врачей эпохи Галена известно то, что желудочно-кишечные газы являются одной из многочисленных причин, поражающих не только в целом состояние позвоночного столба, но и в первую очередь состояние верхнего плечевого пояса и состояние органов брюшной полости. С 50-х годов прошлого века группа японских врачей под руководством профессора Шису было определено активное коррелирующее воздействие желудочно-кишечных газов на состояние сосудов головного мозга. Именно профессор Шису со своими учениками доказали на большом количестве статистического материала о том, что именно желудочно-кишечные газы являются причиной разрушения не только мозговых связей, но и приводят к так называемой мозговой и сосудистой деформации. В силу чего это происходит? А это происходит в силу того, что когда у нас появляются желудочно-кишечные газы, у нас происходит в области грудной клетки напряжение так называемых зубчатых мышц, которые передаются в лестничные мышцы. А именно спазм в области лестничных мышц приводит к тому, что начинается спазм в области правой и левой сонных артерий, которые в свою очередь приводят к формированию мощнейшей деформации со стороны правой и левой позвоночных артерий. Именно деформация со стороны передних и задних мозговых артерий приводит к тому, что межмозговое пространство начинает страдать. Формируются так называемые пассивные газовые контузии, которые приводят к тому, что нейросинаптические связи начинают очень мощно разрушаться. Зачастую это носит невосполнимый характер. И поэтому, когда мы с вами говорим о том, что да, газы желудочно-кишечные, это отчасти ерунда, можно легко и от них избавиться, используя различные химические соединения, помните, пожалуйста, о том, что любая химическая фармакология не решает эту проблему. Именно настоящая, нативная ваша собственная физическая активность, выполнение упражнений, использование определенных биологически активных точек, которые позволяют регулировать качество желудочно-кишечных газов, поможет вам вырулить из этих опасных состояний и продлить молодость и здоровье ваших сосудов. В первую очередь сосудов головного мозга. И плюс к этому, конечно, хочется сказать о том, что именно целесообразное питание лежит в основе правильного понимания механизмов формирования газов желудочно-кишечного тракта. Потому что и без газов невозможно динамическое движение со стороны тонкого и толстого кишечника. Но для того, чтобы у вас в голове не прозвучала команда «Achtung Газы», есть достаточно простые приемы скорой помощи в таких ситуациях. И я сейчас вам покажу один из этих приемов, который очень хорошо купирует напряжение, вызванное желудочно-кишечными газами, и стабилизирует поведение сосудов головного мозга. Например, такая ситуация. Вы чувствуете у себя состояние
состояние распирания в области живота, вы чувствуете у себя состояние распирания в области грудной клетки. В этом случае вы можете успешно использовать нашу авторскую точку «Доктор Желчь», которая прекрасно справляется с повышенным газообразованием, а такое дополнительное, как монашеское простукивание или набивание кулака с одной стороны, очень хорошо купирует развитие газовой атаки в брюшной и грудной полостях. Совсем скоро мы проведем авторский вебинар на тему «Скорая помощь желудку и ЖКТ». На этом вебинаре мы подробно разберем, каким образом мы можем помочь себе в этих случаях справиться с повышенным газообразованием, несварением и болями в желудочно-кишечном тракте. Приходите, милости просим. Почувствуйте исключительную заботу о вашем здоровье.